Предупреждение Дональда Трампа о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой стало одним из наиболее резких заявлений американской стороны за последние годы. Формулировка, адресованная не только авиакомпаниям и пилотам, но и наркоторговцам и торговцам людьми, демонстрирует, что Вашингтон рассматривает ситуацию вокруг Венесуэлы как зону повышенной готовности, где в один момент может начаться силовая операция. Эти слова не просто риторика Трампа. Это сигнал кому нужно, и прежде всего элитам Каракаса, что период дипломатического давления переходит в стадию прямых угроз. Параллельно американская пресса обсуждает возможные сценарии смены власти. Washington-Post со ссылкой на источники пишет, что Николас Мадуро якобы рассматривает Турцию как потенциальное место убежища, если события вынудят его покинуть страну. Эта информация может быть как частью информационного давления на Каракас, так и отражением реальных переговоров в кулуарах. В любом случае, ее появление показывает: Вашингтон целенаправленно формирует атмосферу неизбежности перемен в Венесуэле. На фоне внешнего давления Мадуро приказал провести масштабные военные учения в регионе. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал момент, когда части венесуэльской армии открыли огонь по океану в прибрежной зоне. Эти кадры вызвали широкий резонанс. Каракас явно стремится продемонстрировать, что страна готова к обороне, даже если это носит скорее символический характер. Подобные действия должны дать сигнал как американцам, так и внутренней аудитории. Венесуэла не намерена капитулировать. Однако стратегически такие демонстрации мало что меняют. Силы сторон несопоставимы, и в случае вмешательства у США останется абсолютное превосходство. Вашингтон рассматривает Венесуэлу не изолированно, а в контексте своей ближневосточной политики. Крупный конфликт с Ираном, о котором в США говорят все чаще, неминуемо приведет к скачку мировых цен на нефть. Для Америки важно заранее нейтрализовать возможные последствия. Контроль над Венесуэлой, ее нефтяными потоками и влиянием на рынок мог бы стать страховкой от резко негативной реакции бирж, особенно если Иран перекроет Ормуз. Даже просто политическая лояльность Каракаса позволила бы США снижать нервозность рынков обещаниями стабилизировать поставки. Таким образом, венесуэльский кризис – часть куда более широкого стратегического уравнения. Если США удастся быстро подчинить Венесуэлу, будь то политически или через ограниченную операцию, окно возможностей для давления на Иран резко расширится. Если же Вашингтон завизнет в джунглях и городах, то масштабная ближневосточная кампания может быть отложена или изменена. Именно поэтому вокруг Каракаса сегодня такое плотное информационное и политическое давление. Пока в Латинской Америке нарастает напряженность, Черное море стало ареной новой фазы морского противостояния. Как стало известно, взрывы на танкерах «Кайрос» и «Вират» — не стихийные инциденты, а результат продуманной совместной операции СБУ и ВМС Украины. Украинские морские дроны Sea Baby, модернизированные под дальние автономные рейды, нанесли удары, которые вывели оба судна из строя. Эти танкеры относятся к так называемому теневому флоту — сети судов, используемых для обхода санкций и транспортировки российской нефти в обход официальных ограничений. Киев расширяет список объектов, которые считает легитимными целями. Аргумент прост. Если танкер фактически работает на поддержку российской военной машины, он перестает быть гражданским объектом. Это логика современного противостояния, где границы между гражданской и военной инфраструктурой размываются. Москва может попытаться ответить симметрично и угрожать иностранным торговым судам, идущим в украинские порты, но такие действия несут огромные риски. От обвинений в пиратстве до прямых столкновений с государствами-владельцами судов. Турция, несмотря на официальные заявления, скорее всего, не станет эскалировать ситуацию. Любые громкие протесты были бы фактическим признанием участия в схемах обхода санкций. На Ближнем Востоке ситуация развивается не менее стремительно. По данным иранских источников, американские десантники вошли в Эрбиль, а спецподразделения Моссада были переброшены в стратегически важные районы на севере и юге Ирака. Это указывает на координацию между США,
Израилем и курдскими структурами в условиях растущей неопределенности. Одновременно фиксируется повышенная активность авиации США и НАТО. В ответ Иран провел точечные авиаудары по позициям вооруженных группировок на территории Ирака, уничтожив несколько баз. Тегеран демонстрирует, что любые попытки давления со стороны США или Израиля вблизи его границ будут встречены пропорциональными ударами. Подобная динамика делает регион крайне взрывоопасным. Даже ограниченный инцидент может перерасти в широкую эскалацию. Центральная Азия также не остается в стороне. Теракт с использованием беспилотников таджикской провинции Хатлон, где погибли китайские граждане, стал сигналом о том, что регион остается зоной пересечения интересов множества сил. Китай активно развивает там инфраструктурные проекты, и удары по китайским рабочим наносят ущерб не только людям, но и стратегическим планам Пекина. Иран осудил атаку, указывая на то, что подобные действия направлены на подрыв стабильности всего региона, особенно на фоне роста активности радикальных группировок на северных границах Афганистана. Использование коммерческих дронов в терактах – новая тенденция, которая делает подобные атаки более доступными и менее предсказуемыми. Удары по иностранным проектам нередко преследуют цель увеличить политическую стоимость присутствия Китая и заставить Пекин тратить больше ресурсов на безопасность. Это становится частью борьбы за влияние в регионе, где переплетаются интересы Китая, России, Ирана, Пакистана и скрытых западных структур. Все эти процессы, от Венесуэлы до Черного моря, от Ирака до Центральной Азии, становятся элементами единой цепочки глобальной нестабильности. Локальные эпизоды все чаще развиваются в контексте большой игры, где каждое действие отражается на нескольких регионах одновременно. Давление США на Мадуро влияет на стратегию по Ирану. Удары по танкерам меняют динамику энергетических рынков, а операции спецслужб в Ираке трансформируют баланс между Анкарой, Вашингтоном, Иерусалимом и Тегераном. А теракты в Центральной Азии заставляют Пекин пересматривать свои подходы к безопасности. Мир стремительно становится пространством, где региональные кризисы цепляются друг за друга, создавая новую архитектуру глобальной нестабильности, в которой даже точечный удар или заявление лидера способно изменить расклад сил в нескольких частях света одновременно. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона. С нами вы всегда будете получать лучшие политические оценки и аналитику, а также инсайдерскую информацию из первых рук. Будьте с нами!